Приехала в центр города снимать для вас видео, и пока ехала, прозвучал сигнал воздушной тревоги. Над городом летает разведдрон. Есть предупреждение о том, что по городу может быть удар баллистики. А поскольку видео я хочу снимать недалеко от порта, мне действительно страшно туда идти. Ой, подождем. Надеюсь, быстро угроза обойдет наш город стороной. Так, здесь немного позитива. Очень колоритный одесский парковщик паркует автомобиль. Рестораны у нас есть в украинском стиле. И видно, девочки ходят в национальных костюмах, в веночках. Это очень красиво. Ответ. Сейчас я вернусь к вам. Давайте. Сейчас перезвоню. Что вы думаете, пока я с горсада дошла до оперного театра? Произошел взрыв, и достаточно сильный, и здесь в центре было очень хорошо слышно. И я стояла возле кафе, и люди, которые сидели в кафе, просто подпрыгнули. Сейчас еще до сих пор сохраняется угроза повторных пусков, но будем надеяться, что их не будет. И надеемся, что все люди остались живыми, целыми, и никто не пострадал. Всех приветствую из солнечной летней Одессы. Сегодня видео должно было быть о другом, но пройдемся с вами по Пале Рояль в Одессе, который находится возле оперного театра, потому что ближе к морю идти мне не хочется. Во-первых, страшно, во-вторых, возможно, этого нельзя делать. Не знаю, где был тот прилет, но слышно было хорошо. Лучше нервы будем успокаивать прогулками красивыми по историческим красивым местам города. Не знаю, сердце стучит, все перепуганы, но прошло уже минут 20, и люди немножко успокоились. Все продолжили гулять и наслаждаться каждой минутой своей жизни. Одесса прекрасна летом, весной, когда все цветет, все зеленеет. В какой бы уголок города ты ни приехал, все равно он действительно тебя порадует своей красотой и природой, и архитектурой. Честно сказать, когда здесь гуляешь зимой, то выглядит это совершенно по-другому. Все серое, темное и не такое красивое. Ну, а мы будем поднимать настроение, созерцая красоту оперного театра одесского, который не оставляет равнодушным абсолютно никого. Сегодня замечательная погода, голубое небо, солнышко, поэтому картинка на телефоне будет очень красивой, и вы сможете насладиться прогулкой по Пале Роялю и насладиться красотой оперного театра. Раньше, в конце июня, гуляя по этой территории, в любое время суток было большое количество туристов. Ну, а сегодня мало того, что нету туристов, так и еще очень мало людей, потому что после того, как все увидели, что угроза баллистики, наверное, разошлись кто куда, остались только люди, которые сидят в заведениях, а вот людей, прогуливающихся по городу, считанное количество, очень мало. Даже никто не фотографируется возле оперного театра. Экскурсионные автобусы сейчас стоят пустыми. Людей, к сожалению, нет. Вы представляете, вот сейчас иду, а здесь автомобиль, и у кого-то сейчас свадьба. Видите, это можно увидеть по цветам. Вот сейчас в Одессе тревога, взрыв, ракеты, а у людей свадьба. Представляете, жизнь продолжается. Хотелось бы увидеть невесту, но ее не видно. Здесь недалеко есть ЗАГС, поэтому все гости собираются.
Посмотрите, у кого-то свадьба. Сейчас в городе воздушная тревога. Летят ракеты, разведдроны, а у людей большой праздник. Поздравляю вас! Честно, сейчас прошла мимо ребят, у которых сегодня один из самых важных, один из самых счастливых дней в жизни. И просто хочется плакать, потому что когда полчаса назад был взрыв, когда еще до сих пор остается высокая ракетная опасность в городе, у людей свадьба. Такой прекрасный, чистый, красивый праздник. Ой, это очень сложно переживать. Я приехала сегодня в город с таким хорошим настроением, но оно мне очень испортилось. Хочется быть на позитиве, но оглядываясь по сторонам, очень плохо что-то сегодня у меня это получается. Смотрите, какое сегодня красивое небо. В Одессе летняя погода, по-настоящему жарко. Отключили воздушную тревогу. Сейчас нету ракетной опасности. И посмотрите, сразу наполнился экскурсионный автобусик, экскурсионная машинка. Это хорошо, приятно видеть, что в городе все же есть какие-то туристы. Фотосессии начались, снова люди на улице появились. Сразу видно, что отменили воздушную тревогу. Жизнь снова продолжается. Пойдем прохладимся под фонтаном. Видите, как ухаживают за растениями, за розами, чтобы здесь всегда было красиво. А вот еще одна свадьба. Уже сегодня пятница. И просто свадьба на свадьбе. Просто оперный театр — это место, в котором фотографируются все молодожены. И внутри, и снаружи. Девушка красивая поехала. Вот еще одна невеста. Наш канал желает счастья всем молодоженам в Одессе. Несмотря на большое количество разводов в Украине, все же можно увидеть и свадьбы. Свадьбы, рождение детей. Приятно идти возле роддома и видеть, как встречают молодых мам с детьми. И с этого можно сделать вывод, что несмотря ни на что, жизнь продолжается. Жизнь в Одессе, в Украине продолжается. С одной стороны смотрим на оперные красивейшие, на фонтаны, а с другой стороны смотрим на забитые фанерой окна. Я не знаю, какая температура воздуха сейчас в Одессе, но такое ощущение, что на солнце все 50. Нужно немножко охладиться. Раньше я думала, что цветы в виде флага, в цветах флага высаживают только в Польше. Я не обращала внимания, что в нашем городе делают так же. Смотрите, это цвета флага Одессы. Привет из Одессы. Наши дорогие зрители, пока я снимала видео, ко мне подошел такой прекрасный маленький человечек, Сонечка, да? Соня, и она смотрит наш канал. Это поистине очень-очень приятно. А еще у Сони есть свой канал. Да? Как он называется? Лайк Соня. Лайк Соня. Поэтому заходите и смотрите. Детей нужно поддерживать. Это наше будущее. Нравится тебе прогуливаться сейчас по Одессе? Да. Не страшно? Нет. Это самое главное.
Нигде не идешь. В Одессе все сделано с любовью. Смотрите, какой якорь. Ну, можно разве сказать, что он не сделан с любовью? Конечно, это с огромной любовью от всего сердца для любимой Одессы. Я люблю Одессу. О, тут я уже по-польски говорю, рассказывают на экскурсии о Гонсиаровском, известном архитекторе с польскими корнями. Экскурсии ездят, но не все автобусы наполнены людьми. Археологический музей тоже забит фанерой. И вот скульптура, которая здесь стояла, забита тоже какими-то листами, видно, мешками заложено, видите, с песком, чтобы это ничего не повредилось. Видите, вот какие фанерные листы. Вот так вот. Вы знаете, так гуляешь, и если бы не воздушная тревога и не вот эти окна, которые забиты фанерой, то можно бы было подумать, что тихо, спокойно и ничего не поменялось. И все настолько красиво. Когда мы еще не были блогерами, мы действительно не замечали, насколько прекрасен наш город. Мы не замечали, сколько у нас красивых цветов, растений. И даже люди, которые живут в Одессе, нам часто пишут, что вот, девочки, я даже не замечала, что у нас так красиво то, я даже не замечала, что у нас так красиво то. Потому что мы все время бежим куда-то, все время заняты и не успеваем наслаждаться красотой мест, в которых живем. Вот и сейчас я иду, и вроде бы все было как раньше, но на все смотришь другими глазами. И, конечно, война очень учит тому, что нужно ценить то, что имеешь. Это правда так. Раньше у нас не были распространены домики для котов, но сейчас их так часто можно встретить. Мы когда жили в Польше тоже очень любят животных, там нету бездомных животных, на законодательном уровне это урегулировано. Но есть тоже домики для котиков. И у нас такое есть. Но котиков нету. У нас в городе увидеть можно часто, потому что это символ города. И без них никуда. Я смотрю, что там снова свадьба. Или это еще одна новая. Или это rебята продовжують фотографуватися. Ну і oczywiście chcemy przekazać duże pozdrowienia do naszych widzów z Polski. Ciągle wszystkich pamiętamy. Życzymy wszystkim miłego dnia i wszystkiego najlepszego. И oczywiście buziaczki. Когда спрашивали, что это за деревья. Сейчас они выглядят по-другому, не так сказочные, как в марте. Это японская сафора. И наши зрители, которые нас все время смотрят, могут сейчас увидеть, как преобразилось это дерево. Оно покрылось листиками и стало совершенно другим. Смотрите, какое оно интересное. Видно, что ему много лет. Кстати, не знаю, в каком году их высадили. Деревья просто невероятные. Посмотрите, какие ветки. Вот моя рука, у меня достаточно длинная рука, и какие крупные ветки. Круто, классно и выглядит сказочно. Поэтому, если у вас есть возможность, когда нету воздушных тревог, приезжайте в центр города, приезжайте в Одессу и гуляйте, пока лето, пока хорошая погода и пока у нас есть такая возможность. Так приятно, когда вы не стесняетесь и встречаете нас на улицах и говорите нам приятные слова. Нам всегда от этого очень приятно, очень мило. И если вы нас видите на улице, никогда не бойтесь, не стесняйтесь, подходите к нам. Обменяемся приятными словами, а возможно захотите сняться в наших видео. Вот так мы сегодня прогулялись с вами по Одессе, по центру города. Было что-то, к сожалению, неприятного, были ракеты, ну и потом мы нашли все же немножечко позитива и много-много красоты. Желаем всем хорошего дня, хорошего настроения, тихого дня, спокойного дня, без тревог и ракет. Спасибо вам от всего сердца, что остаетесь с нами и поддерживаете нас комментариями. До встречи в следующих видео. Всем привет из Одессы!